Когда у собаки Роберта, Беллы, обнаружили неизлечимый рак, он начал подолгу гулять с ней, чтобы она могла наслаждаться жизнью до самого последнего момента. Однажды, когда солнечная погода быстро сменилась, мужчина решил сделать селфи. Когда Роберт рассмотрел фотографию, он побледнел, увидев на заднем плане нечто пугающее. Роберт положил начало новой традиции. Каждый раз, когда он со своей любимой собакой посещал новый парк, лес или озеро, он делал с ней селфи. Он хотел запечатлеть каждое приключение, а также создать галерею воспоминаний, к которым он мог бы вернуться после того, как ее не станет. К сожалению, диагноз ветеринара был окончательным. Рак распространился за пределы ее ноги, и ампутация конечности вместе с опухолью дала бы Белли возможность прожить еще несколько месяцев. Роберт был потрясен этой новостью, но решил максимально использовать оставшееся у них время. И вот они прогуливались по лесу, чтобы его лучшая подруга могла прожить свои последние месяцы наилучшим образом. Он опустился на колени, позвал Беллу и быстро сделал снимок. Ему показалось, что снимок получился красивым. Он положил телефон в карман и продолжил прогулку со своей собакой, которая бегала между деревьями. Был прекрасный день, и пение птиц успокаивало его, почти заставляя забыть о том, что его единственный спутник вот-вот уйдет. Белла была рядом с ним, когда от него ушла жена, а семья отдалилась, и он не знал, что бы он без нее делал. Чтобы отогнать печаль, которая начала его одолевать, Роберт снова достал телефон и проверил фотографию. Белла всегда выглядела забавно на снимках, вызывая у него улыбку, но на этот раз то, что он увидел, не принесло облегчения. Мужчина побледнел, когда взглянул на изображение, почувствовав, как по спине пробежал холодок. Он медленно оторвал взгляд от экрана, и в этот момент в лесу воцарилась жуткая тишина. Обычные звуки птиц и насекомых исчезли, остался только звук его собственных шагов. Эта неожиданная тишина заставила Роберта занервничать еще больше, и он начал озираться по сторонам в поисках признаков опасности. Может ли таинственное существо на фотографии быть реальным, или это только его воображение? Внезапно Белла залаяла на ближайший куст, и потому, как она подняла хвост, Роберт понял, что она почувствовала угрозу. Его сердце бешено заколотилось, когда он попытался вспомнить, были ли какие-нибудь истории об опасности в этом регионе. В этой части леса было тихое место, и Роберт знал, что семьи часто ездят туда на пикники. Дикие животные обычно избегали этого места, поэтому он попытался успокоиться, глубоко дыша и решив, что не позволит страху завладеть его разумом. Однако пока они стояли неподвижно, а Белла все еще настороженно оглядывала кусты, небо начало темнеть, и по лесу пронесся порыв ветра, заставив листья деревьев зашевелиться. Сердце Роберта бешено колотилось. Был ли он поглощен своими страхами, или там действительно что-то было? Почувствовав тревогу своего хозяина, Белла тихонько заскулила и прижалась к его ноге, ища утешения. Роберт, наконец, набрался смелости посмотреть еще раз, но ничего не увидел. Несмотря на это, Белла продолжала прерывисто лаять, все время глядя в одном и том же направлении. К этому времени Роберт понял, что им нужно как можно скорее покинуть лес. Ощущение, что за ними наблюдают, усилилось, и он натянул поводок Беллы, ускорив шаг, чтобы поскорее убраться оттуда. Пока они шли, Роберт не мог отделаться от мысли, что сам лес живой и следит за каждым их движением. Постоянный лай собаки только усиливал его беспокойство. Внезапно Белла натянула поводок, заставив Роберта остановиться. Собака внимательно понюхала воздух, ее уши навострились, когда она учуяла запах. Роберт наблюдал за ней, но, похоже, она не могла определить четкий след. Он посоветовал ей продолжать идти, мягко потянув за поводок, и они двинулись вперед. Но как раз в тот момент, когда им показалось, что они уже в безопасности, они обнаружили на тропинке огромный отпечаток ноги. Прошедший накануне дождь отлично сохранил след, что позволяет предположить, что за ними действительно кто-то следил. Размер и глубина отпечатка указывали на то, что он принадлежал существу огромных размеров. Белла лаяла не переставая, и теперь Роберт слышал тяжелые шаги позади них. Он знал, что им нужно быстро добраться до машины,
иначе они рискуют столкнуться с тем, что их преследует. Примерно через 10 минут отчаянного бега Роберт почувствовал облегчение, решив, что они в безопасности. Однако Белла внезапно резко дернулась в противоположном направлении, сорвалась с поводка и побежала в лес. Роберт понял, что должен найти ее, пока не стало слишком поздно. Измученный, он пошел по следу Беллы. Когда он нашел ее, она яростно лаяла на кусты. Когда Роберт приблизился, он был потрясен, увидев, как из кустов с рычанием выходит огромный медведь. Испуганный мужчина попытался позвать Беллу, но она храбро стояла на своем. Неожиданно Белла дружелюбно лизнула медведя. Поведение зверя изменилось, он стал спокойным и, что удивительно, печальным. Поведение Беллы, казалось, успокоило хищника, и он начал пятиться, зовя за собой Беллу, словно желая, чтобы Роберт последовал за ними. Любопытный и доверчивый, он последовал за собакой. Они подошли к заброшенной хижине. Казалось, медведю было знакомо это место, и он направился ко входу. Внутри Роберт увидел большую дыру в полу, а когда посмотрел вниз, то обнаружил 3 медвежат, попавших в ловушку и плачущих. Поняв, что медведица ищет помощи, Роберт быстро позвонил в службу спасения и нашел лестницу, чтобы спуститься вниз и спасти медвежат. Роберт спустился, ласково разговаривая с медвежатами, которые, казалось, понимали, что он здесь для того, чтобы помочь им. Одного за другим он отнес их матери, которая приняла их с облегчением. Вскоре после этого прибыла спасательная команда и позаботилась о здоровье медвежат, в то время как медведица, заботливая, но спокойная, присматривала за ними. Семью отвезли в заповедник дикой природы, чтобы они восстановились перед возвращением в естественную среду обитания. Роберт и Белла наблюдали, как медведи покидали лес. Гордый, он размышлял о храбрости Беллы и ее связи с медведем. Когда они вернулись к машине, солнце уже садилось, и Роберт понял, что этот момент с Беллой будет незабываемым. В последующие дни Роберт посетил заповедник и увидел, как процветают медведи. Он смирился с тем, что время Беллы подходит к концу, и дорожил каждым мгновением, проведенным с ней. Белла всегда была для него не просто домашним животным, а особенным компаньоном, который навсегда останется в его сердце. Дорогие зрители, а у вас когда-нибудь были собаки? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.